Перо. Жила-была семья. Мама, папа и два брата. Сеня и Игнат. Сене было уже 11 лет, а Игнату пока только 8. Жили они в обычном многоэтажном доме. Над ними были соседи, и соседи эти были очень шумные. Они часто ссорились и били посуду. У них были праздники до утра, громкая музыка и танцы в 3 часа ночи. Днем дочка соседей играла на пианино и громко пела. Прошло время, и эта дочка подросла, закончила школу и поступила в консерваторию в Петербурге. Родители не хотели ее отпускать одну, поэтому решили переехать туда всей семьей. Сеня, Игнат и их родители вздохнули с облегчением. Наконец-то это шумное семейство съехало. Наконец-то тишина. Скоро в этой квартире поселился мужчина. Был он, очень странным. Лет ему было то ли 30, то ли 50, никак не понять. Лицо у него было очень шершавое, словно из дерева. Носил он очень странную одежду, словно сделанную из бумаги, которая постоянно и сильно шуршала. Даже с 7-го этажа было слышно, как этот мужчина шуршит своей одеждой, когда идет по улице. Мужчина всегда носил куртки с капюшоном. Только раз он снял капюшон, и мальчики увидели, что у него на голове слишком много волос, просто целая копна, перевязанная веревочкой. Из-под капюшона всегда торчал длинный нос. Мальчики боялись этого носа. Казалось, что мужчина принюхивается к ним. Голос был скрипучий, деревянный. Мужчина носил круглые очки. За этими очками прятались странные мультяшные глаза. «Да пьяный он постоянно», — говорила мама. «Или наркоман», — предполагал папа. Ходил мужчина тоже очень странно. Сначала как бы разбегался, делая несколько шагов, а потом подпрыгивал, потом опять разбегался и опять подпрыгивал. Так ходят некоторые дети, когда у них хорошее настроение. С его большим ростом это казалось еще более странным. Мужчина никогда не ходил с какой-нибудь сумкой или рюкзаком, зато его руки несли какой-то невидимый чемодан. Вот он кренится в левую сторону, вот он перекладывает чемодан в другую руку и кренится в правую сторону. Вот он прижимает невидимый чемодан к груди и так и несет его. В субботу мальчикам разрешалось не спать, хоть до самого утра. И вот они в эту субботу тоже сидели и играли на своих компьютерах в танки. Вдруг свет погас, и оба компьютера тоже вырубились. Где-то, видимо, сбой произошел, успокоил их папа. Через 5 минут свет дали. Мальчикам больше не хотелось играть. Легли в кровати, но им не спалось. «Странно», — говорит Сеня. «Какое-то ощущение, будто произошло что-то важное». Говорят, и дальше он стал рассказывать Игнату разные страшные истории. В их школе был один 8-классник. Очень веселый парень по имени Аркаша. Он постоянно улыбался, остроумно шутил, показывал пародии, говорил разными голосами. Было у него много друзей, и все его любили. И вот в воскресенье выяснилось, что у этого Аркашу убили. Убили страшно злодейски. С него небольшими кусочками содрали всю кожу. Вся его комната была в крови и кусочках кожи. Прошло несколько дней. И еще одного школьника убили точно так же. Этот ученик 1 класса тоже был очень веселым. Потом убили ученицу 11 класса, известную хохотушку. На переменах ее смех был слышен на всю школу. Потом убили мальчика из 6 класса, который учился вместе с Сеней, тоже очень веселого парня. Поняли дети, что быть веселым опасно, поэтому никто старался не улыбаться и тем более не смеяться. После этого убийств стало меньше, но стоило кому-то хотя бы улыбнуться дома, на улице или в школе, и этой же ночью убивали. Было понятно, что действует особо опасный маньяк, но его поймать никак не получалось. Он не оставлял следов. Полиция решила поймать этого маньяка на живца. Они убедили одну девочку, чтобы она в школе на виду у всех рассмеялась. Ночью устроили засаду, но никто не пришел за этой девочкой. Полицейские поняли, что им не удалось обмануть маньяка. И на следующую ночь засаду уже не стали устраивать, а маньяк как раз пришел и убил ее. Убивали всех одинаково. Ночью в доме выключался свет, потом неизвестный проникал в комнаты детей, там с них стирал кожу. Причем один кусочек кожи маньяк забирал себе. Когда в морге брали все кусочки и пробовали заново собрать целого ребенка,
то всегда одного кусочка не хватало. И вот как-то раз вечером Сеня и Игнат посмотрели новый фильм. Там в одном месте было смешно, и оба улыбнулись. Легли спать, лежат и боятся. Зря мы улыбались. «Сейчас за нами маньяк придет», — сказал Сеня. «Не говори так», — плачет Игнат. «Скажи, что не придет». Вдруг вырубился свет. «Ну все», — сказал Сеня, которому нравилось доводить Игната. «Сейчас точно за нами маньяк придет». Заорал Игнат. Он хотел выскочить из комнаты, но дверь куда-то пропала. Все было на месте, а двери не было. Тут по улице проехал автомобиль. Своим светом он осветил окно и балкон, который был за этим окном. Там стоял кто-то высокий и с капюшоном. Он зашел в комнату, как обычно, шурша одеждой. Тут уже оба брата заорали от ужаса. Но их никто не слышал и никто не торопился их спасать. Мальчики стали светить своими фонариками. Они узнали соседа сверху. Это был он. И как они раньше не догадывались, кто этот самый маньяк. В руках у него был тот самый невидимый чемодан. Только сейчас он был видим. Он был кожаный, состоял из 1000 кусочков кожи. Мальчики поняли, что чемодан сделан из детской кожи. Скоро и их кожа сюда добавится. Сеня напал на соседа и стал колотить его кулаками. Это оказалось больно. Сосед был словно сделан из дерева. Сеня достал гантель и ударил ей по голове соседа. Раздался деревянный стук, но это не помогло. Сосед медленно, не обращая внимания на Сеню, открывал свой чемодан. Открыл и достал из чемодана огромные щипцы с острыми краями. Игнат, хотя ему и было меньше лет, первым сообразил про чемодан. Днем же его не было видно. И перед преступлением сосед-маньяк всегда выключает свет. Значит, сильный свет ему мешает. Он достал из-под кровати мощный поисковый фонарь, которым ему подарил дедушка. Включил его. Стало светло, как днем. Чемодан и щипцы пропали. «Отдай фонарь!» — своим скрипучим голосом потребовал сосед. «Не отдам!» Маньяк медленно пошел на него. Тогда Игнат кинул фонарь своему брату. Сеня тоже понял, что фонари их спасение. Направил луч света на соседа-маньяка. Тот развернулся и пошел на Сеню. Сеня перебросил фонарь брату. «Как же я вас ненавижу, веселые дети!» — сказал сосед-маньяк. «Это я должен быть веселым мальчиком, а не вы. Это у меня было грустное детство, а не у вас. Но ничего, еще никто не уходил от Пьеро. Я вас потом достану, пацаны». Пьеро вышел на балкон и исчез. Тут же включился свет и появилась дверь. Больше этого соседа не видели. Говорят, он в другой город переехал.